Добрый день, друзья! Сегодня будем проверять блок КГБ FX7 и посмотрим, как работает блок. Покажу по брелкам, как проверяется, как прописывается брелок. Такой блок. Все подключено. Значит, сейчас будем брелок прописывать. Вот такой брелочек у нас. Покажу, что не прописан. Как прописать брелок? Найти сервисную кнопку, которая выглядит вот так. Может выглядеть вот так, если она сломана. Но это в принципе одно и то же. Значит, при нажатии на кнопку, если она подключена к блоку, светодиод должен загораться. Как прописать брелок? Нужно нажать 7 раз кнопку «Включить зажигание». После этого зажать первую и вторую кнопку длительно до появления звукового сигнала. Давайте пропишем. Включаем зажигание. И длительным удержанием первую и вторую кнопку. Слышно сигнал сирены. Брелок прописался. Ну, сделаем проверку состояния. Третья кнопка — проверка состояния кратковременно. Еще раз. Показывает температуру в салоне. Двери открыты. Ну, закроем двери. Двери закрылись. Светодиодик у нас тут. Показывает, что машина стала в охрану. Откроем. Еще раз. Сейчас попробуем открыть двери. Подадим минус на нужный нам провод и посмотрим. Значит, показывает замочек открытый, но машина сигнализация не снялась. Чтобы проверить это, просто сделаем проверку состояния. Третья кнопка замочек, видите, показывает, что закрыт. Ну, открываем машину. Значит, сейчас покажу. Значит, вот серый черный провод. Это у нас контроль запуска двигателя. Провод. Подадим на него плюс. Запрограммирован он по генератору. И включим зажигание. Сделаем проверку автомобиля. И показывает, что машина заведенная. Значит, как подготовить машину к запуску с ручной коробкой? Видите, надпись «Ручная коробка». Это значит, что вот здесь провод. Вот этот провод черный. Он перерезан. Говорит о том, что машина на ручной коробке запрограммирована. Значит, как подготовить? Едете на машине. Поставили на ручник. На ручник у нас уже стоит. Провод подключен к минусу. Выключаете зажигание. Смотрите на светодиодик. Выключили зажигание. Светодиод у нас загорелся. Открыли и закрыли дверь. И поставили в охрану. То есть дымок потух. Машина заглохла у нас. Это означает, что машина подготовлена к запуску на ручной коробке. Вот машина стала в охрану. Теперь можно запускать. Запускать длительным удержанием первой кнопки и кратковременным третьей. Пошел режим запуска. Машина запустилась. Показывает, что будет 10 минут работать. Запрограммировано на 10 минут.
Светодиод у нас горит постоянно. Говорит о том, что машина заведенная. Заглушить с брелка. Вторая кнопка долго, третья кратковременно. Все, машина заглохла. Значит, что еще показать? Как снять с охраны без брелка? Значит, опять же нужно знать, где кнопка. Что для этого надо сделать? Открыть дверь ключом. Машина у вас заорет. Включить зажигание, не запуская двигатель. Нажать сервисную кнопку 3 раза. Выключить зажигание. Давайте попробуем. Откроем двери сейчас. Включаем зажигание. Нажимаем кнопку 3 раза. Выключаем зажигание. Все, машина снялась с охраны без брелка. Смотрите, показывает замочек закрытый. Замочек закрытый. Сделаем проверку. Показывает, что замочек открытый, то есть машина снялась с охраны. Так, ну что еще показать? Как ставить бесшумно, без звука. Первая кнопка долго и кратковременно, потом это ставится на охрану, снимается. Вторая долго и кратковременно, это снимается без звука. Попробуем. Так, дверь открыта показывает. Дверь надо закрыть. Еще раз. Ну вот встала в охрану. Как снимать без звука? То есть двери открылись, сирены подтверждения не было. И еще раз, как ставить без звука. Все, машина закрывается без звука, ставится без звука. Вот проверка блока и брелка. Ну, всего хорошего, до свидания.